Илья, привет. Благодарен, что пришел. Представься, расскажи коротко о себе. Привет, Илья, спасибо, что пригласил меня. Мне очень приятно здесь находиться. Расскажу немного о себе, да. Получается, родился я в 91-м далеком году, еще во времена СССР. Родился на Ямале, самый крайний север России. И самое, что интересное, я прожил там буквально всего 2 недели с родными. Мы переехали ввиду некоторых обстоятельств. У меня старший брат есть родной, он меня не слышит. И из-за этого, нужна была спецшкола, сам понимаешь, и, следовательно, надо было ему учиться где-то. Мы переехали пока временно в Челябинск, прожили там какой-то период, это буквально года 2. А у меня там как раз родились родители. Мама, папа оттуда. И после этого мы потом уже переехали в город Сыктывкар, это Республика Коми. Там мы жили где-то порядка, может, 13 лет, там прошло у меня основное детство, там школа, друзья, То есть, по сути, подруги. первая половина жизни на чемоданах получилась. Все правильно, да. То есть, грубо говоря, начиная с 3 лет, даже, грубо говоря, может быть, с 1 года были вертолеты. Север — это, сам понимаешь, холодно, лед, и постоянно нужно было перебираться во время хорошей погоды, только если воздушным путем. Ну, если обычным путем, это, конечно же, только на морским сообщением. Прожили 13 лет в Сыктывкаре. В Сыктывкаре у меня родители продолжили, так сказать, они у меня военные сами по себе. Мама, папа у меня из милиции еще. Папа, получается, тогда еще был лейтенантом, сейчас он на пенсии, полковник милиции. Мама, майор милиции была еще в то То есть, время. получается, родителями с высшим образованием, Да, все после верно. Он, чего они получается, стали... да, и военная школа милиции, получается, они оттуда. И получили, так сказать, опыт обучения, и после этого они уже начали службу, так сказать, милиции. Ты помнишь примерно, я тебе извини, что перебью, Да-да-да. было много переездов, может быть, ты где-то уже успел пойти в садик, но тебя заставляли потом, ты с кем-то мог подружиться, и из-за переездов какая атмосфера была дома, были ли какие-то конфликты, либо скандалы, либо просто неприятные ситуации, что нужно переезжать и сменять обстановку? Что ты помнишь из детства? Нет, такого не было. Довольно-таки достаточно было интересно. В любом случае, я менял 2 детских сада. Это было, в городе Сыктывкар. Там был, получается, в одном районе, потом в другой переехал район. И, естественно, по району, то, что мы переехали, я туда перешел. Команда в детском саду была очень хорошая. Они также со мной в школе потом учились. И так потому что совпало, город небольшой и школа ближайшая. Город такой милый, довольно-таки приятный, и большой опыт дал мне в школьном, так сказать, образовании. Родители очень хорошо там обосновались. Какие у тебя увлечения были в школьном возрасте? Я ходил в спортшколу, помимо этого, это у нас было такое желание совместное с родителями, а именно больше, конечно, отца инициатива, это вводить меня в спортшколу, там у меня было, можно сказать, легкая атлетика, гимнастика и все такое. Естественно, это продлилось недолго, где-то порядка 2-3 лет, но при этом в школе учился довольно-таки хорошо и ходил в музыкальную школу. Начал ходить в музыкальную школу где-то лет с 6-7, и Мгм. где-то проходил в районе 7 лет. Да, я был солистом музыкального хора. Ездили мы, Это получается. все в школьном возрасте. Это все в школьном возрасте, все верно. У меня была даже няня. Пока что родители у меня служили. Им неудобно было, получается, смотреть за мной постоянно. Следовательно, старший брат пока находился на учебе, у папы был водитель, который возил его в школу, так как она была далеко в деревне. И, естественно, приходилось мне самому добираться до музыкальной школы, и няня иногда мне в этом помогала. М. То есть она приходила, меня забирала. Это То есть вы как-то на больше... автобусе добирались или транспорт был какой-то в виде Нет, там автомобиля? все было близко, рядом, поэтому музыкальная школа, как бы, она находилась прям буквально метров 500 от дома. М. 7 лет прозанимался в музыкальной школе, ездил на гастроли. Мы были в Москве, мы были, получается, в Будапеште. Мы выступали в хоре вот этих вот, А в хоровой на капелле что у тебя упор был, в музыкальном направлении? Что за инструмент? на фортепиано. Больше, конечно, был элемент на фортепиано, именно то, что мне было интересно, и, следовательно, родители мне и подарили, получается, синтезатор на день рождения, когда я у них так, в принципе, просил обычно пианино, они просто подарили синтезатор, и я прям занимался, мне это нравилось. Это еще больше давало акцент тому, что я хочу этим дальше заниматься. Любительски я занимаюсь, типа музыкальное образование как бы есть, но не полное. Это
грубо говоря, это музыкальная школа без высшего образования. Я знаю, что ты достаточно неплохо поешь. Этому способствовало обучение в музыкальной школе? Из-за того, что ты с хором выступал, или это просто само собой пришло? Да, на самом деле это помогло в любом случае музыкальной школе, но и таланты со стороны мамы, потому что у меня мама пела раньше тоже очень активно, она не занималась профессиональной деятельностью, она просто, грубо говоря, занималась это любительски дома. Я считаю, что, в принципе, голос, то, что у меня вот такой вот в плане того, что я могу хорошо петь, это, скорее всего, хороший слух, это дан от матери, все-таки талант от мамы, потому что она свою сторону когда-то все равно любила очень петь, она часто пела в караоке, звала меня за компанию. Она сидела просто дома, в большой купила музыкальный центр и сказала: "Будем петь сегодня в караоке". И у её любимая песня была — это Кристина Орбакайте. Она постоянно пела эту песню, "Береза" и так далее. Помимо этого, я люблю также сам посещать вот в своей жизни караоке и пою активно, но у меня есть мечта записать песню. Правда, на ум ничего не приходит. Какая-то будет музыка, Ну, если какая-то. подумать, какой бы это мог быть жанр теоретически? Для начала это будет, скорее всего, что-то лирическое, потому что по статистике чаще всего любят многие, когда сперва идет лирическая композиция, чтобы привлечь, так сказать, по тембру голоса, зацепить человека, так сказать, слушателя, а потом уже непосредственно, если это зайдет, то потом менять жанр. Но мне больше лирическая прикал. Ну, лирическая поп-музыка в целом. Ну, можно так сказать, да, все-таки. Я люблю и классику тоже, конечно же, но лирическая она больше куда лучше для меня. А А про папу расскажи. папа у Как меня папа такой, принимал участие в твоем воспитании, на что он повлиял, какие плохие черты, либо наоборот хорошие черты ты от папы подчеркнул? ну, папа у меня довольно-таки очень прям, не скажу, что он строгий, он наоборот очень покладистый, он всегда нас воспитывал, так сказать, в знании традиций, так сказать, потому что все-таки мусульманская семья, но не настолько, чтобы вовлекаться полностью в религию. Он сказал, что это дело твое, но все равно почитать праздники, почитать, так сказать, обычаи нужно. Он максимально добрый человек, максимально готов помочь многим, получается, людям, знакомым, незнакомым, близким. Вот я перенял, мне кажется, черту, так сказать, от отца, и помочь человеку, так сказать, близкому, так сказать, знакомому, даже незнакомому помочь. Вот То есть отец, гостеприимство, доброжелательность это все про папу. да, да-да-да, могу сказать, что смело отец, конечно, много дал хорошего мне в воспитании и старшему брату, несмотря на то, что он как бы такой более строгий. И Старший брат у меня консервативный. да, больше консервативный, при этом такой максимально не терпит, так сказать, а, каких-то плохих моментов касаемо его, и он начинает сразу отстаивать свои права. Вот. А я более такой уравновешенный, я более начинаю, могу что-то перетерпеть, дать возможность человеку, например, исправиться в своих, так сказать, моментах, если что-то плохое вот случилось, например, с кем-то из моих там знакомых, в мою сторону. Вот, и он, грубо говоря, он бы не потерпел. А я даю шанс всегда, например, человеку исправиться. Вот. Ну и сам, грубо говоря, я себе тоже не даю таких возможностей, чтобы как-то себя плохо показать перед другими людьми, и мне стыдно даже было бы при этом. Вот так меня вот воспитал отец, что нужно себя уважать прежде всего. Расскажи какие-нибудь интересные моменты, что формировало тебя как личность в процессе обучения вот в младшей школе и потом в старшей, соответственно. В принципе, в школе довольно-таки было все обычно, как и у любого, мне кажется, ученика. Школа, оценки, друзья, знакомые, подруги и так далее. Было много друзей достаточно. Я жил в очень таком большом доме в Сыктывкаре, в котором очень много квартир. И в связи с чем у нас было несколько одноклассников в этом доме, с которыми мы дружили. То есть мы проводили время, выходные, и также после школы мы гуляли вместе, шли после школы, там, например, куда-нибудь прогуляться и так далее. Доучился там до 6 класса, ввиду того, что в 2004 году папа решил уйти на пенсию по выслуге лет. Мама говорит:
Чё бы нет, может, мы все-таки переедем куда-нибудь южнее. Опять-таки Опять еще планировался южнее. очередной переезд, все верно. И папа говорит, мама что желает на день рождения получить? Шубу, либо квартиру в Сочи. На 2004 год, вот представь себе, цена квартиры равна цене шубы в Сочи. Обалдеть. Вот, и мама, сразу не думая, говорит, покупаем квартиру. Как думаешь, какая квартира была куплена? И где примерно? Я тебе подскажу. На берегу моря, трехкомнатная квартира в Сочи, которая приравнивалась к цене шубы. А напомню, какой это год был примерно? 2004. Обалдеть. Да. И в 2004 году мама поехала, получается, в Сочи, купила трехкомнатную квартиру и сказала, что мы переезжаем. И папа в итоге начал готовить документы для пенсии, он вышел на пенсию. Папа также забрал документы со школы, потому что нужно было переводиться уже в сочинскую школу. А брат закончил школу, получается, специализированную для глухонемых, это школа-интернат М. в городе Сыктывкар. Следовательно, после этого мы переехали всей семьей уже в 2004 году. Это было в июне, ровно так 20 чем-то лет назад. Мы переехали жить в Сочи, южный город, самый южный город России. Из северной точки, где я родился, переехали в самый южный город России. Тебе тяжело дался переезд этот? Нет, на самом деле дался очень просто. Грубо говоря, пришлось, конечно, попрощаться со многими близкими друзьями. Ну, слава богу, мы поддерживаем с ними общение. И было такой факт, что мы с ними часто созванивались. Я говорил, что я не смогу переехать, потому что я перестану общаться со своими близкими друзьями. М. Но старые, так сказать, были возможности переписки через электронную почту, либо физическую почту. Отправлял конвертом знакомым, друзьям, рассказывал, что у меня произошло. Пока не появился в 2006 году контакт у меня. М. Вот. Это самое такое из моментов детства. А ты Школа, помнишь, в те времена же вроде Аська была, или как это называлось? это Или потом. это Да, потом? это потом оно у меня появилось тоже. Это 7 класс. В 7 классе школе я уже начал учиться, получается, в сочинской школе. Это был, так сказать, интернациональный класс, где очень много было ребят с разных, так сказать, разных национальностей. Это армяне, это грузины, это татары, это русские частично. Также там были многие другие Ну, это национальности. абсолютно не то, к чему мы привыкли. Да, и здесь уже отношение было к новеньким абсолютно другое, потому что ты новенький, значит, тебя можно как-то булить. Ну, был буллинг в любом случае. Все-таки ты приходишь такой новенький, ты еще не совсем даже окреп, у тебя нет, так сказать, крыши той самой, что тебя кто-то сможет там защитить, покрыть и так далее. Тогда вот началась самая интересная жизнь становления личности, я считаю. Вот школьный период, когда ты сидишь, ну, может быть, кто-то, ну, может, слышал ты об этом тоже, что ты сидишь на уроках, тебя там дай телефон, там поиграю, а ты такой, я не могу дать свой телефон, а ты дай, иначе тебя на перемене ударю. Да-да-да, Ну, типа, и проходили, все такое проходили. было, да, и пока ты сам не получил пару ударов и сам не врезал, и таким образом ты не станешь личностью. Приходилось стоять за себя. Конечно, да. После этого у меня появились новые друзья, у меня появились также классные одноклассники, которые меня по сей день собирают на встречи выпускников. И это прям на самом деле такой хороший интернациональный класс, который состоял в основном из обеспеченных людей. М. Потому что практически у каждого из одноклассников есть какой-то доход. Он был еще раньше благодаря родителям, грубо говоря, родители там покупали им какой-то бизнес, делали им какие-то хорошие, так сказать, обеспечивали их, короче, в будущее. А Они, чем это обусловлено? Это потому что южный город туристический город? То есть можно было найти много путей дополнительного заработка? все верно, да, потому что Сочи это туристический город, реально очень много туристов приезжают, почему бы и не заработать на них. И, следовательно, очень многие родители одноклассников, они строили гостиницы, они, грубо говоря, открывали какие-то магазинчики, либо экскурсионное бюро и так далее. Ну, мои родители не исключение, они поняли, что на пенсии делать нечего особо, и мои родители они просто приобрели дом в 2004 году в августе. Это тоже была супер дешевая, выгодная цена, и я благодарен родителям, что они сделали это вовремя.
И купили они как раз дом в таком районе, где происходила практически вся вот эта активность зимних Олимпийских игр, которая Мгм. была в 2014 году. В общем, наш дом находился на территории вот этого Олимпийского парка, и все время грозились его снести. Не только наш дом, а наш поселок, в принципе. Потому что мы, как аппендицит этого региона, где как раз-таки Мешали находятся застройщику. самые шикарные места для проведения Олимпиады, именно вот олимпийских объектов. Но, к счастью, нас не снесли. При этом наш район благоустроили, сделали его наиболее красивым, сделали очень культурно, чтобы туристы могли также к нам приезжать, любоваться соседними, так сказать, олимпийскими объектами и при этом жить очень близко к морю. М. Вот. Это, грубо говоря, самый такой замечательный факт, в чем родители выиграли, так сказать, этот момент. Ты помнишь время выбора поступления в вуза, куда ты будешь поступать? Расскажи, это было твое решение, либо вы садились за стол переговоров с родителями и принимали решение вместе? А здесь, знаешь, на самом деле я думал, куда я пойду, на кого учиться, потому что на самом деле в Сочи небольшой был тогда на тот момент выбор вузов. Я не планировал особо тогда уезжать из города и думал, что будущее все-таки за Сочи, потому что это был 2009 год, уже в 2007 году объявили начало Олимпиады, что будет в Сочи в 2014 году, следовательно, мне пришлось подумать, в каком направлении двигаться. Я не хотел быть экономистом, не хотел быть юристом, не хотел быть каким-нибудь заниматься правоведением и так далее. Мое решение было это туризм, либо гостиничный бизнес, потому что это то, что вечно будет востребовано. Да. С моей стороны, я предложил папе, что я хочу стать вот именно либо туризмом заниматься, либо гостиничным бизнесом. Папа сказал, что выбирай это дело, буквально все, как бы говорится, за твоя ответственность, решаешь сам. Я поступил в Московский государственный университет сервиса. Это филиал, получается, название, оно уже поменялось, естественно, вследствие моего также обучения. М. Оно назывался, вуз раньше назывался Московский госуниверситет сервиса по специальности гостиничный сервис и туризм. Ты был хорошист, ты поступил на бюджет или ты поступил на платное обучение? Да, платная, потому что там было довольно-таки малое количество, точнее, бюджетных мест. М. И я, причем, подавал в несколько вузов популярных. То есть это СГУТИКТ, это Сочинский госуниверситет туризма и курортного дела, и также РГСУ, это Российский государственный университет. И помимо этого я выбирал между ними. Но я почему-то поступил только в вот этот Московский государственный университет сервиса и предложили только платное обучение. Хотя я учился довольно-таки хорошо, у меня 25% четверок, остальные все пятерки, грубо говоря. Не хватило бы еще немного до красного диплома. У тебя были вступительные экзамены в этот университет? У меня нет, у меня было ЕГЭ. Да. Это да, единый государственный экзамен, который я сдавал в школе. Я сдавал 5 экзаменов. Это географию, английский, математику, ну, получается, алгебру, ну, Мгм. математика была, и русский язык. Вот, и обществознание, кстати. Вот эти основные экзамены, которые я сдавал для поступления. Что еще интересного могу сказать, что данный вуз, я учился, получается, 3 года в Сочи, но в 2012 году у нас был конкурс на возможность уехать в Лондон на обучение. Подожди, а как, если это Московский университет, это был филиал в Сочи? Это был филиал в Сочи, да. У них также Все, есть я несколько понял. филиалов в разных городах и разных регионах страны. Помимо этого была замечательная такая программа, как бы, ну, мы знаем, Work and Travel USA, Да. обучение в Лондоне, и также можно было уехать куда-нибудь туристическим гидом на практику. Я начал заниматься в 2010 году в Work and Travel USA. Мне хотелось уехать, вот просто попробовать себя, поработать за границей впервые в своей жизни, где-нибудь далеко. Я начал активно заниматься документами, но, к сожалению, мой работодатель, будущий такой, который предлагал мне работу в Майами, он просто-напросто слился. Он потерялся, и джоб-офферы наши все пропали. М. И вследствие чего я остался без поездки в Америку. Я поработал, получается, уехал на работу в Анталию, в Турцию. Тут Мгм. же я, то есть, подал документы на программу туристического гида в компанию Pegas Touristic в Турцию. Я уехал работать в Анталию, проработал там 6 месяцев, получил замечательный опыт работы с, во-первых,
Это было за границей, опыт работы за границей. Во-вторых, это самостоятельность. Третье — это получение большого, так сказать, багажа знаний и работы в туристическом деле, в гостеприимстве, потому что я также сталкивался в работе с ресепшеном разных отелей. На моей базе было, знаешь, сколько отелей? 96 отелей. За 6 месяцев? Да. Я работал вот в каждом отеле в моем регионе, где вот я был, вот, грубо говоря, сосредоточен, Мгм. в 96 отелях. Обалдеть. Я должен был знать структуру каждого отеля. Это было как в формате практики или именно по программе Work and Travel? Это было больше в формате практики моей, вот, потому что заработная плата была на самом деле очень низкая. Она была в районе $500 всего. М. И на эти деньги реально, ну, можно было прожить, но благо тому, что нам давали возможность питаться в отелях 5 звезд, мы как раз, когда привозили туристов, мы оставались там на инфовстрече, то есть мы вместе с отельным гидом проводили информационную встречу с отельным гидом, рассказывая о наших программах, экскурсиях и так далее. Но при этом в мою ответственность входила эта встреча гостей в аэропорту, в большом автобусе. Я приветствовал гостей, стоял в галстучке, так сказать, с портфелем и микрофоном. О том, что, уважаемые гости, добро пожаловать в Сочи, Наталью, т.д. и т.п. Ну, Я понятно. всегда думал, кто эти люди в автобусах с микрофоном, оказывается, вот они кто. Это да, это я, это мой опыт. Вот, и Где ты жил все это время, на я этот жил, период? получается, в районе Кемера. Кемер — это сторона, получается, Анталии, тоже такая довольно-таки очень насыщенная туризмом. Там это очень такая популярная сторона, куда большое количество туристов ездят. Во-первых, это не так далеко от аэропорта основного, и, во-первых, там очень много хороших отелей. Ну, я имею в виду, это университет тебе помогал с жильем, либо это с твоей стороны было, либо родители помогали оплачивать жилье? Нет, это было с моей стороны полностью, а оплата производилась непосредственно от компании. Грубо говоря, у компании в аренде есть несколько своих residential, которые предоставляли нам бесплатное проживание. Мы с нашей стороны только лишь работали и получали заработную плату. Не помню, может быть, они списывали ранее когда-то заработные платы, но заработная плата была, конечно, она очень мизерная. Но опять-таки это первый опыт. Да. Помимо этого, было очень много чаевых. То есть мы в любом случае работали на выживание. Расскажу почему. Потому что водители, они очень такие специфические люди, они курды. То есть они с Курдистана, с соседнего региона, и они приехали на заработки. Они не знают, что такое сервис, они не знают, что такое человек-гид, который, грубо говоря, старший должен быть вообще в автобусе, потому что он несет ответственность за многих туристов, которые едут сейчас в данный момент в автобусе с водителем. И я должен был нести ответственность в плане того, что, во-первых, я должен контролировать дорогу, рассказывать туристам о наших, так сказать, программах, чтобы продать их в дальнейшем. Но и при этом Контролировать водителя. его контролировать, пока он ездит за рулем. Потому что у него могло быть до 3 до 4 программ в день. А это, извини меня, это может быть 400 километров. Ну, это чревато тем, что он может просто уснуть. То, что и было, у некоторых гидов, да, водители просто засыпали, были аварии. Поэтому это такая очень, на самом деле, тяжелая работа для новичков. Она очень познавательна ввиду того, что ты понимаешь, работа для тебя или нет. Поэтому Это равносильно как дедовщина, когда ты на новую работу Все верно, устроился, все как в верно. армии. А еще ты должен был, не просто нужно было бы, а это ты обязан знать турецкий язык. Ого. Потому что водители не разговаривают ни на английском, ни на русском, тем более. Я сам сидел, у меня был сосед. Это очень, на самом деле, тоже интересная история, в плане того, что нас, когда всех большой кучей привезли из Москвы, мы сели на один самолет, все прилетели, мы познакомились, и там я встретил свою будущую девушку. Вот, и наш самолет задержали на 10 часов почти. Мы находились в аэропорту Шереметьево, нам дали талончик на 80 рублей, сказали, вот вам, пожалуйста. Я посмотрел, что даже чай не купить на эти 80 рублей. Только если в автомате купишь там себе что-нибудь, воду там и так далее. Это было извинение за задержку рейса? Грубо говоря, 80 да, рублей? со стороны авиакомпании, потому что той компании туристической, где я работал, она сотрудничала непосредственно с этой авиакомпанией, к которой мы прилетели. И вот эта авиакомпания, она, к сожалению, вот так себя повела очень некорректно по отношению не только к нам, как к будущим сотрудникам, но и туристам, которые с нами летели. Вот. Что еще сказать в плане того, что
Нас когда привезли, нам всем дали хорошее обучение, нас разместили в пятизвездочном отеле, провели нам тренинги, обучили нас и дали возможность в дальнейшем оборудование для работы. То есть это компьютер, это сумка и, грубо говоря, все, что нужно. То есть твой личный номер, который ты постоянно ставил на автобус для того, чтобы тебя могли туристы в дальнейшем найти в аэропорту. Идентифицировать, так сказать. Да, все верно. И дальше знаешь, что самое интересное? Нас, получается, распределили по регионам после обучения, мы сдавали же экзамен, и нас распределили так, что я и девушка, с которой я познакомился, она находилась, получается, за 300 километров от меня в другом регионе. И мы с ней могли только общаться по служебному телефону, который нам давали. И мы виделись, конечно, очень редко, потому что работа у меня была каждый день, без выходных. У меня ни одного выходного не было, даже когда мама приехала. Мне дали всего полдня. Сказали, я думаю, этого достаточно, говорит, съездишь в Анталию, погуляешь, типа в центр и все. Но при этом могу сказать, что благодаря тому, что мы вот приехали в один период, там есть такие замечательные программы, как поездка в Израиль. Для работников, в том числе, когда они вывозят туристов, по купленной, так сказать, программе для туристов в Израиль. Мы полетели Ну, в то есть, Тель-Авив. условно в Турции туристы покупают тур в Израиль, и вы, соответственно, как гиды имеете возможность с ними поехать, соответственно, там... Да, Окей. да, все верно. Мы полетели, получается, в Израиль. Мы вместе, получается, с девушкой и плюс с моим тем знакомым хорошим, с кем мы познакомились в аэропорту. Мы с ним вследствие даже прожили во время тренинга в отеле в одной комнате. И вот мы после этого все вместе опять снова встретились, находясь уже в Тель-Авиве, в Израиле, в Иерусалиме. И у нас был такой замечательный опыт, что мы там просто проводили замечательное время, грубо говоря, неделю были вместе. Потом мы вернулись, и опять все пошло как заново. Таким образом, я отработал, получается, в Турции в целом 6 месяцев. И после этого у меня, получается, было также продолжил обучение в университете, и пришло такое интересное письмо о том, что есть возможность улететь в Таиланд работать. Проработав, получается, в этой же компании, я получил приглашение на дальнейшую поездку в Таиланд. Это было по желанию, это не обязательно. И я согласился, но, естественно, нужно было закрыть задолженности по обучению. Я закрыл, потому что это уже работа на год. И я уехал, получается, работать в Паттайю. Очень классно, там ребята были те же в основном. И с таким же замечательным успехом мы уже начали работать там. Там было уже намного легче, потому что водители знают английский язык, но при этом я уже обладал и знанием турецкого языка, потому что опыт дал себя знать. Так а расскажи мне, что за формат такой университета, который позволяет студенту, абитуриенту уехать на год? Условно, я понимаю, что это формат типа практики, что если туристическое направление, то только так можно опыт и получить. Я логику в этом понимаю, но в большинстве случаев я знаю, что практика там занимает обычно там 1-2 месяца максимум. Как университет давал возможность на год уехать? Здесь, да, верно подметил. На самом деле, это было исключение для меня, потому что я учился очень хорошо. У меня были всегда закрыты все задолженности по обучению, потому что я приехал, грубо говоря, очень поздно, когда уже была сессия, так сказать. А предыдущую, грубо говоря, перед тем, как уехать в Таиланд, я закрывал заранее, раньше всех. Я закрыл ее очень быстро и спокойно улетел. То есть ты экстерном сдавал какие-то предметы? Все верно. Да, экстерном сдал все практически предметы и улетел работать в Таиланд. Проработав там в районе где-то 8 месяцев, а должен был около года. Так как я получил письмо от университета о том, что мой вуз закрывается, и мне нужно переехать либо в Москву, либо перевестись в любой другой вуз, но на год ниже. Вот такие условия. Что мне пришлось сделать? Мне пришлось просто-напросто уволиться с компании, при этом нарушив условия контракта. С меня удержали стоимость за билеты, потому что если ты не выполняешь, так сказать, условия договора, следовательно, с тебя удерживается стоимость за авиабилеты. Вот, и я вернулся, получается, в Россию, устроился, получается, перевелся в Москву, и там уже продолжил свое обучение. В Москве было намного уже лучше, потому что там было более качественные условия, получается, для обучения, потому что очень много было лабораторных кабинетов, опытные, так сказать, преподаватели, и при этом много, так сказать, проводилось именно практики.
грубо говоря, нас устраивали в отель для того, чтобы нас научить, как правильно нужно заселять, выселять, процесс оплаты и указание сервиса гостю. Ну, приходим к тому, что уже начинается Олимпиада, 2014 год, я на 5 курсе обучения, я уезжаю работать в Сочи. Это практика, это период переддипломной практики моей. Я возвращаюсь в Сочи, устраиваюсь на работу в очень хороший отель. Это называется, на тот момент это был отель Айвазовский, отель Олимпийский семьи номер 2. Первый был это другой отель, он пятизвездочный, находился рядом. У меня был 4-звездочный отель. Мы обслуживали очень весомых людей. Это были президенты мира, то есть, грубо говоря, президент Исландии, президент Финляндии, канцлер Германии и так далее. То есть я с ними, со всеми непосредственно вот так вот к лицу работал. У нас было ФСО, ФСБ, вокруг нас всегда ходили, проверяли нашу работу, так сказать. То, как мы заходим через КПП, это было просто как в здании Кремля. Ну, Олимпиада есть Олимпиада, и первые лица государств, это само собой надо Может было... быть, кто-то еще из интересных гостей, кого ты встречал вживую, лично, вот Да, буквально на расстоянии вытянутой руки? будешь в шоке. На самом деле я встречал Экзибита. Экзибит мне вот так вот сделал в свое время. Когда я пришел на ресепшн Тачка главного на отеля, прокачку. да, он проживал в нашем же отеле, грубо говоря, в главном корпусе. И есть фотография, она, может, где-то осталась ВКонтакте, когда мы с ребятами стоим, Экзибит вместе с нами. Вот такой был момент. Это было в рамках вот формата проведения Олимпийских игр. Он Все приехал верно. просто, чтобы на них посмотреть как гость. Да, да, он был как гость. Помимо этого, там был еще один из известных, не Сильвестр Сталлоне, а другой еще, получается. Ну, я потом вспомню, скажу. Тоже один из таких популярных Голливудских актеров? голливудских, да, именно боевиков, таких вот из времен Ван Дамма. Вспомнил, Стивен Сигал. Стивен Сигал. Да, он был, да, еще. Он же с Я русскими его корнями. видел. Вот-вот, да, как раз-таки было огромное количество знаменитых гостей, которыми нужно было быть очень осторожным, очень внимательным к сервису, особенно крайне нужно иметь высокую безопасность таким людям, потому Твои что обязанности в чем заключались в этот период, когда ты там работал на практике? мои обязанности, конечно же, заселение, выселение, обязательная проверка оплат, балансов и так далее. То есть это мой был первоначальный опыт именно на ресепшн. Когда-то я в Турции, в Таиланде работал как в туризме больше, а здесь уже как гостеприимстве. И здесь нужно было иметь наиболее точность, потому что перед тобой стоит не просто гость, а именно уже высокопоставленная личность, которой требовалась конкретика. Ты должен уже был быть не просто сотрудником, а одновременно и психологом, и одновременно, возможно, местами и политиком, подбирать правильные слова, правильную интонацию. Все Это уже верно. другой уровень работы абсолютно. Ну, грубо говоря, когда был вот процесс открытия Олимпиады, нам пришел наш собственник отеля, тоже очень известный олигарх. Он просто кинул передо мной большую стопку билетов, сказал, говорит, ребята, это вам всем сходить на Олимпиаду. Мы благодаря ему посетили очень много, грубо говоря, мероприятий, олимпийских объектов, на Олимпийских играх. И при этом мы познакомились с очень хорошими людьми, очень интересными людьми. И до сих пор я с некоторыми поддерживаю отношения, потому что, естественно, на Олимпиаду приглашали обязательно иностранных сотрудников для того, чтобы они оказывали помощь в поддержке знаниям других языков, не только английского, но и, например, испанского, может быть, где-то итальянского, где-то Французский и так далее. французский. Да, у нас поэтому работали еще с нами. Это сотрудники по работе с гостями, были еще сотрудники разных стран. Это был колоссальнейший опыт, очень интересный. Естественно, было много таких ошибок допущено с моей стороны. Много было прям, я помню даже до сих пор, когда меня прям ругали, сказали, что я недостоин работать дальше в отельном бизнесе, что я не просто-напросто бездарность в этой должности. А потом была Паралимпиада. В Паралимпиаде уже было намного все попроще. Такого строгого, так сказать, процесса правил уже не было. Но при этом приезжало очень много гостей, тоже звездных было, гостей известных много. И нам необходимо было все равно поддерживать тот статус отеля, чтобы он держался на максимуме. А у меня есть вопрос. Те нашумевшие фотографии, где пробита дверь входная или еще что-то,
Ты не помнишь это время, как вот звезды снимали и выкидывали качество построенного именно отеля? Ты про это что-то можешь рассказать? Ну, вообще, на самом деле, вообще Олимпиада очень строилась, Быстро. да, ее, грубо говоря, нарисовали. Ну вот потом, как понимаешь, ее потом доделывали. Когда я там работал, тот период еще, я помню, что я пришел, это уже было как за 2 недели до начала Олимпиады устраиваться. И у нас не было времени даже обучиться толком. И нам просто-напросто сказали: переодевайтесь в спортивное, идите доделывать ремонт, потому что у нас не хватает людей. Мы пошли, грубо говоря, доделывать номера многие, потому что уже ожидались заезды, потому что это не просто, грубо говоря, обычные туристы, а это прям высокопоставленные личности, которые, им нужна конкретика, быстрость и скорость, так сказать. И поэтому Ну, мы в том числе, наверное, участники Олимпиады, нет? Или У они не в нас отеле были жили? журналисты, у нас были, получается, высокопоставленные гости. Это вот президенты, это канцлер, и, грубо говоря, те, которым нужно было идеально, чтобы все было готово. Такой опыт, конечно, прям дает колоссальнейший опыт. После работы, грубо говоря, Олимпиады была Паралимпиада, как уже рассказывал. В Паралимпиаде было уже попроще, потому что там были уже гости намного попроще. Также были у меня, в основном жили дети, которые какими-то, грубо говоря, недугами в жизни. Они участвовали в Паралимпиаде на концерте. То есть это было открытие и закрытие. Они молодцы, они создавали такую прям, такое настроение в отеле. У нас жили журналисты из Америки, например, из других стран. И они просто-напросто брали, грубо говоря, эти журналисты же не знали, что это дети с недугом и так далее. Они просто, кто-то без рук, они просто брали и издевались над ними. Знаешь как? Они подбегали в коридоре, когда темно еще. Они просто, один стоит, мальчик, который, к сожалению, нет рук, а позади парень с руками. Он берет так просто и руки убирает резко и исчезает. А тот думал, что это один человек просто стоит перед ним с руками, и резко руки у него исчезли. А, типа, сзади подбегал человек, подставлял руки, чтобы Да-да-да-да-да. снять, как будто он с руками? Вот такая тема? Да, и какие-то супер там длинными руками или еще какими-то. И он просто вот к нам подходили журналисты, и они были напуганы, они просто сами не знали, как реагировать. Они подходили, говорят: ваши дети нас пугают, говорит. Но они при этом понимали, что это все шутки, дети это маленькие, они все такие классные, они к нам очень здорово относились. Мы им всем сделали подарки от нашего отеля, мы поехали вместе с директором, с управляющим, купили им всем подарки, потому что они были максимально доброжелательны, максимально очень добрые, и у них не было зла в глазах. Почему так часто случается, что обычно люди с каким-то недугом, иногда с большим, чаще всего оказываются более хорошими людьми, э, чем полностью здоровые люди со всеми конечностями? Почему так выходит? Но мне кажется, они чувствуют сожаление со стороны других, более здоровых, так сказать, людей, которые постоянно их жалеют и так далее. Они же стараются все-таки не наносить им какой-то вред, чтобы сделать еще хуже там ситуацию, которая есть. Но при этом я с ними вел себя очень, так сказать, консервативно. То есть я их ругал за это. Я говорю: ребята, так не делайте. Вы издеваетесь, говорю, сейчас человека инфаркт просто случится за то, что он увидел там человека без руки и так далее. Нужно быть более-менее тоже осторожней по этому поводу, не доводить никого. А ребята очень классные, на самом деле. Они даже когда уезжали, не плакали. Они до того к нам привыкли за 2 недели Паралимпиады, что они прям нас полюбили даже. Сфотографировать, у нас есть совместные Ты, по фотографии. сути, был как вожатый в лагере. Ну, грубо говоря, да. Да. Вот я с своей командой, когда вот мы вместе все стали, я просто понимал, что мы уже прям просто их старшие вожатые. Да. После Паралимпиады, Олимпиады, там уже пошла уже абсолютно другая система в отеле. Это уже обычные туристические гости. Там уже и пошли, так сказать, и жалобы, и уже Олимпиаду решили дорисовать, до конца доделать, потому что уже были свои косяки, которые нужно было устранять. Ну, ты И после Олимпиады вернулся к сдаче диплома? да, да, я уехал, получается, я уволился, и мне уже нужно было заканчивать, получается, обучение в университете. Я сдал все экзамены, написал диплом по гостиничному сервису и туризму, и, получается, защитил диплом на отлично и вернулся в Сочи работать.
То есть у тебя же было платное обучение, соответственно, ты мог сам распределяться, куда ты хочешь пойти работать дальше. Да, да, все И верно. что ты выбрал? Я обратно вернулся в этот же отель. Я работал там, получается, уже в главном здании. А, Долго не буду, говорю вкратце, то, что я там уже, в принципе, учился программе, обладал уже хорошим опытом благодаря Олимпиаде и Паралимпиаде. Там брали всех без опыта и нас учили по факту. И благодаря этому всему у меня появились также большое количество знакомых, друзей с этого отеля, потому что отель обладает номерным фондом более 2000 номеров. Ого, огромный просто Он отель. огромный, с большим количеством апартаментов. То есть там огромнейшее количество апартаментов. А то, что ты получил диплом, это повлияло на то, на какую должность ты пришел и устроился после университета? На самом деле нет, потому что и так у меня был опыт, и они меня знали хорошо все, и руководитель меня просто-напросто взяла уже даже без оснований, что у меня есть диплом, так как я уже себя хорошо показал во время работы Олимпиады. И при этом она меня хотела назначить старшим, но потом я допустил пару грубейших ошибок, и меня, к сожалению, попросили уйти по собственному. Я дальше начал искать другую работу, а в Сочи дальше в октябре что началось в 2014 году? Формула-1. Все верно. Старт Формулы-1 — это еще один грандиознейший проект, который внес огромный вклад в развитие гостеприимства, потому что приехало огромное количество гонщиков, журналистов, опять-таки иностранных гостей, кто участвовал в проведении вот этого мероприятия. Я опять-таки принимаю активное участие, встречаю вот высокопоставленных лиц, только уже в другом отеле. Это отель Рэдисон, где у меня жил Брэнди Эклстоун, знаешь, такого главного промоутер Формулы-1, но он уже сейчас другой, а ранее был вот другой. И помимо этого все гонщики мировые жили у меня. То есть я знал Данила Квята, на тот момент был Сироткин, еще у нас был российский гонщик. Были все мировые известные Эриксон, там кто-то из популярнейших гонщиков Формулы-1, сейчас я их не назову. Вот они все были у нас. Также продолжу информацию о том, что после работы в Формула-1 у нас отель, естественно, просто вырос в рейтинге. Большое количество туристов стали приезжать не только потому, что это громкое имя все-таки, это бренд известнейший. И, естественно, начали гости приезжать куда чаще, видеть награды, которые предоставлялись во время Формулы-1. Ну и плюс там тоже была же часть Олимпиады, и вот также много конкурсов, в которых участвовал данный отель, он выигрывал. И я работал, по сути, в престижнейшем отеле, и там я начал расти в карьере. А Рэдисон это чья франшиза? Смотри, изначально это была, получается, Америка, потом часть, получается, франшизы была в Брюсселе, в Европе. Но с какого-то года, сейчас тебе не скажу какой, его перекупили полностью Китай. Сейчас это франшиза Китая. Единственный, получается, грубо говоря, популярнейшая сеть, которая не ушла из России ввиду некоторых обстоятельств. И самое, что такое забавное, что много отелей, которые вот сейчас есть там, получается, в России, они стали куда лучше. Вот, например, тот отель, где я работал, он был ниже уровнем когда-то, сейчас он стал намного выше. Это прям максимальный уровень в этой сети. Ну, Рэдисон нормально помотала, как Range Rover. Изначально Англия, потом BMW, а потом владельцы индусы, оказывается. Да, грубо говоря, он развивается по полной программе, и вот единственное, что в России это очень популярен. Я там работал, получается, достаточно долгое время, и там у меня был самый длительный опыт работы в гостиничной сфере. Но в 2015 году я такой думаю, что что-то мне надоело работать в отеле, вернусь-ка я опять в туризм. Еще один известнейший туроператор России пришел в Сочи, и мне предложили там хорошую должность. В должности транспортного руководителя компании, транспортного направления, так сказать. То есть в мои задачи входила логистика, нужно было мне наладить транспортную логистику между отелями, между аэропортом,
Помимо этого также расставить, как должно быть, например, у гида правильное сопровождение гостя до отеля, чтобы это было максимально быстро, комфортно, минуя, вот сказать, каких-то объездов. То есть я как местный житель города Сочи, я знал, что лучше будет доехать до этого отеля вот таким вот образом, минуя тот отель, например. И я об этом говорил постоянно и помогал, так сказать, моему непосредственному руководителю компании. Работая в этой компании, я проработал наверное, до октября, это, грубо говоря, с мая месяца. Это было 5 месяцев где-то. Полгода почти. Да, я понял, что мне все-таки хочется вернуться обратно в отельную сферу. Я продолжил опять работать в Рэдисонах. Я проработал довольно-таки в районе 6-7 лет. Это был богатейший опыт, это не только в Сочи, я переехал также в Москву, я 3 года проработал в Москве и уехал, также проработал еще в Таиланде год в Рэдисоне тоже. На должности уже специалиста по работе с гостями. То есть у меня не только был должность ресепшена, а именно уже непосредственно организация сервиса и организация досуга, так сказать, отельного. То есть забронировать ресторан, знать, где находятся те или иные объекты, куда можно направить гостя, чтобы гость наслаждался, так сказать, отдыхом в нашем отеле. То есть, мне кажется, есть небольшая связь с твоего желания в детстве поехать по work and travel в Америку и получить иностранный опыт. Оно отразилось уже на твоей более сознательной взрослой жизни, потому что ты из Сочи переезжал в Москву, потом в Таиланд, и отовсюду набирался информации и получал огромный опыт, Да, что, все верно. соответственно, тебя вырастило того человека, кем ты сейчас являешься. Да, здесь ты правильно подметил. На самом деле я очень люблю путешествовать. Это тоже повлияло благодаря родителям, потому что родители с 7 лет меня возили вместе с старшим братом то в Египет, то в Турцию, то в какие-то другие страны, например, в страны Европы. Мы вот ездили вместе с родителями в свое время. И потом я начал путешествовать уже самостоятельно. Я посетил 25 стран, я остался максимально довольным своей жизнью, вот, грубо говоря, вот этой частью своей жизни, потому что меня родители не ограничивали в моих, так сказать, желаниях, они понимали и поддерживали меня практически во всем. И сейчас поддерживают, потому что, грубо говоря, один из моментов, почему я здесь, частично тоже зависит от родителей. Ты еще работал где-то или ты уже был типа на фрилансе, ты просто тратил все, что ты накопил до этого? Я находился также в Сочи, я работал в отелях. У меня был опыт в одном из американских отелей, известнейшей тоже сети, в Красной Поляне. Тоже популярнейший курорт для большого количества, грубо говоря, посещения именно зимой. Потому что зимний курорт, и гости приезжают чаще всего кататься. Это, опять-таки, высокопоставленные лица, только в основном российского, так сказать, Белого дома. Ну, потому что чиновники, как я знаю, они не могут вылетать вроде бы. Если высокопоставленные чиновники, они не могут вылетать за территорию Российской Федерации. Ну, опять-таки, не И все, да. для них выбор остается только один, очевидно, это Сочи. Конечно, да. И летом, и зимой, соответственно. Здесь, да, такой момент есть, что многие, получается, высокопоставленные лица, да, они вот приезжают именно в этот отель, поэтому здесь уровень ответственности тоже максимально высокий. Нужно не ударить грязь лицом и при этом показать высокий сервис по отношению к гостям. Тут я уже находился на более высокой позиции, то есть я уже занимался по уровню качества обслуживания гостей. Моя должность называлась практически как дежурный менеджер. Я находился в отеле в основном ночное время. Чаще всего моя ответственность была в ночное время, потому что я был как ночной управляющий полностью. То есть я нес большую ответственность за решение конфликтных ситуаций, оказанием также высокого сервиса и помощи на ресепшн сотрудникам, которые вот было большое количество задач на ресепшене. Вот, и благодаря этому опыту меня пригласили на работу в Дубай. Как ты принимал это решение и с какими трудностями, может быть, ты с первыми столкнулся при переезде? Принимая решение, ты уже рассказал, что ты советовался, общался с родителями. Как проходил этот разговор, о чем вы беседовали, и по итогу какое было окончательное решение? Мгм.
Смотри, родители в любом случае, они меня поддерживали, как я уже ранее говорил, во многих ситуациях. Они были очень даже рады тому, что я всегда хотел стремиться расти выше в должности. Я выбрал ту самую стезю, которая мне нравится. Мне было вот интересно развиваться в этом направлении, и, следовательно, я уже понял, что я буду дальше продолжать свой рост в гостеприимстве. То есть, условно, они уже приняли и поняли, что ты любишь выходить за рамки комфорта, чтобы расширять границы своего опыта и вообще познания. Да, здесь, кстати, очень интересный был момент, я его подмечу о том, что листая соцсеть, я просто увидел такую картинку, которую отправили мне кто-то из моих знакомых, подписчиков, о том, что Илья, не бойся выходить из рамок комфорта. И я такой понял, что это не просто так, это значит, что-то оно предвещает. И буквально за 2 дня после этого сообщения я получаю приглашение на работу в Дубай. Опять-таки, это не просто, грубо говоря, то, что место твое. Тебе нужно его заслужить. Было 3 конкурента. Необходимо было выполнить ряд задач, которые мне отправили. То есть нужно было произвести необходимые расчеты. Это была задача, которую необходимо было выполнить. Этот проект нужно То было есть условный сформировать. конкурс. Да-да-да, грубо говоря, это конкурс между сотрудниками, будущими, грубо говоря, которые планировали приехать на работу сюда, в Дубай. И мои шансы, конечно, безусловно, я расценивал как высокие, потому что опыт у меня колоссально большой. Это, грубо говоря, 12 лет. 12 лет работы в отельном бизнесе, они все равно дают большой, так сказать, опыт, где я себя мог показать. Когда я делал этот проект, я понимал, что мне предстоит очень много расчетов, очень много логистики и не ударить грязь лицом перед своим начальником в дальнейшем. Таким образом, я принял решение, что я все-таки попробую приехать на работу в Дубай. И я начал заниматься данным проектом. Я защитил проект, прошел 3 собеседования с моим руководителем, непосредственным руководителем, который находится в России. Она ответственна за наш департамент. И также было общее знакомство с нашим главным руководителем, главным основателем нашей компании. После этого я прибыл в Дубай и заступил на должность уже заместителя управляющего отелем, кем сейчас я и являюсь. У тебя были какие-то сложности при перелете, или до этого, может быть, ты уже был в Дубае, и ты уже был ознакомлен с этим городом и с культурой местной? Ну, так как я уже раньше говорил, я посетил 25 стран, и в Дубае в том числе. Я был здесь 5 раз. Это мой 6-й приезд, и он уже как рабочий приезд. И ранее я посетил очень много мест Дубая, я знаю культуру и национальность данного города, потому что на самом деле сама страна, она очень интересная, потому что, например, в Абу-Даби более консервативное, так сказать, отношение к туризму и так далее, ко всему. А в Дубае попроще. Дубай, он такой, более европеизированный. Я думаю, ты Более туристический город, да. Да-да-да, потому что он дает возможность развиваться экспатам. Экспат приезжает, он, во-первых, не только получает хороший опыт, но и отличную зарплату. Следовательно, я не стал раздумывать, потому что у меня был оффер в крутой 5-звездочный люксовый отель в Сочи и 4-звездочный престижный отель в Дубае, который тоже имеет, так сказать, свой уровень сервиса. Я долго не думал. Я сразу сообщил родителям о том, что я еду в Дубай, потому что я взвесил за и против. Они отреагировали положительно? Сразу же? Да, отец сразу принял это замечательно. Он сказал, что, конечно, здесь тебе нужно развиваться, я поэтому только за. Мама, конечно же, я думаю, любая мама переживает, она всегда скажет, что вот, уедешь далеко, что ты там будешь делать. Я говорю, мам, ну ты же знаешь, что я справлюсь, я работал в Таиланде, я работал в Турции, и все было прекрасно. Мама всегда хочет, чтобы ты был поближе и рядышком. Да, все верно. Ты бы поменял что-то в каком-то выборе своем, начиная со школы, потом заканчивая университетом, либо ты все сделал бы точно так же, как ты сделал? Я бы на самом деле ничего не менял. Я об этом много думал. Были какие-то ситуации, по которым я сказал бы, да, здесь бы я поменял. Но это такие мизерные ситуации, вообще минимальные настолько,
потому что моя мечта, не то что мечта, цель была, когда я вообще пошел в гостеприимство, добиться должности управляющего. Сейчас я являюсь управляющим. В свои, так сказать, 34 года я являюсь управляющим, как и многие другие, которых я знаю, они являются управляющими тоже в этот же возраст, в этом же возрасте. И, следовательно, я бы ничего не поменял уже, потому что я считаю, что все, что я делал, оно было медленными шажками, но я сам добился этого сам. В ближайшие 5-10 лет, учитывая твой колоссальный опыт, более 12 лет работы в сфере туризма, если можно так назвать, хотела бы ли ты иметь свой отель, идеальный отель твоей мечты, в котором и все будет очень круто, и все хорошо на высшем уровне? Конечно, это моя следующая цель. Я так тебе расскажу, что родители в своем пенсионном возрасте, они открыли небольшой отельчик. Это маленький гостевой дом, это тот самый доход, который оплачивает коммунальные платежи, так сказать, хотелки нашей семьи. Можно даже добавить то, что у нас там живут такие хорошие люди, как наши друзья, которые нам помогают и присматривают за домом в тот момент, когда нас нет, когда мы находимся в отпуске. То есть мы им можем довериться. То есть они и платят, и одновременно и присматривают, получается. Да, все верно. Это как наши, грубо Так говоря, называемый хорошие. пассивный доход уже. Да, это, во-первых, такие бизнес родителей больше, то есть мы туда с братом не вникаем. У нас с братом отдельный, так сказать, доход свой, потому что родители добились это сами, следовательно, они нас научили добиваться все самостоятельно тоже. Я добиваюсь это тоже сам, и сам же вот сейчас развиваю, так сказать, свои навыки, чтобы потом в зависимости тоже стать в дальнейшем независимым. В чем заключается следующий шаг? Это поиск инвестора на постройку отеля? Какие мысли на этот счет есть? А, Настолько я пока еще не задумывал, что это будет, где это будет, во-первых, такие. Нужно сперва сейчас понять, как работать в плане управляющего идеально. То есть понимать всю идеалистику того, насколько нужно рассчитать те или иные моменты, чтобы не ошибиться в дальнейшем. И чтобы мои цели оправдались на 100%. Следовательно, мне необходимо сейчас получить этот опыт, который у меня сейчас имеется. Прочувствовать, так сказать, всю подноготную Эмиратов, Да, посмотреть, как здесь все работает, и после этого можно начать уже делать первые шаги в поисках, точнее, в достижении своей цели. конечно. Ну и помимо этого, здесь специфика работы, она схожа с российской. Ведь бизнес, хоть он, грубо говоря, доходность, она все равно исходит из того, сколько людей приезжает. Моя задача здесь, конечно, быть наиболее, так сказать, динамически, очень внимательным, потому что бизнес, он должен развиваться, следовательно, и не моя команда, которая со мной работает, она мне в этом очень помогает. Ведь неважно, кто это будет, та же самая горничная, тот же самый руководитель отдела, грубо говоря, маркетинга. Мы все должны быть единым целым. Таким образом, мы принесем хорошую доходность. И тогда инвестор будет доволен. И моя цель будет исходить уже из этого. Как это будет работать в дальнейшем, я уже буду понимать это как исхожий из опыта. Илья, я надеюсь, твои цели, которые ты себе поставил на будущее, обязательно сбудутся и обязательно в короткий срок. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень приятно пообщаться с интересным человеком с большим опытом работы. Спасибо тебе большое. Благодарю тоже за приглашение.